что всегда будьте готовьте, чтобы быть востребованными. And so earlier I was saying, always try to be useful, to be needed. Вот эти занятия, они помогают нам корректировать или хранить нашу мотивацию. And so these meetings, they help us to get more motivated. Они помогают нам смотреть не только на наш маленький мир, даже поместную церковь, но смотреть вокруг. No, they help us to broaden our view, not just focus on our small church. Мы имели хороший сезон, летний сезон, весенний сезон, включая библейскую школу. You know, we are coming out of a good season, the summer season, the fall season, including the Bible school. Но, наверное, неправильно думать, что неправильно будет, если наше прошлое станет нашим будущим. Нам надо искать новые пути, чтобы продолжать дальше идти. But I want to tell you, we don't really want our past to also become our future. We want to find new ways to make that future Поэтому happen. давайте все будем учениками. So let us all be disciples. Позвольте сказать, те, кто перестал учиться, тот постарел. Now, I want to tell you, if you stopped learning, you're old. Учитесь, пожалуйста. Continue to learn. Храните, держите себя в должности студента. You know, keep yourself in that role of a student. Именно учеба, занятия в разных сферах хранит наш ум молодым. You know, education in different areas keeps your mind young and sharp. И очень важный способ, чтобы хранить наш разум, наш ум молодым, не смотреть, что на маленькие отрывки или же на YouTube или на Instagram, а читать. And one of the best ways to keep your mind young and sharp, it's not to watch short little videos on platforms like YouTube, but to read. Я вдохновляю вас, читайте. I encourage you, read У нас more. есть много хороших материалов, чтобы читать. Now, we have a lot of great materials to read. Сегодня, когда пастор Андрей будет проповедовать, будет излагать какие-то истины, конспектируйте, записывайте то, что он будет говорить. And today, as Brother Andre is educating us, take notes, see what he's talking about. Ищите новую информацию, которая вам раньше не была известна. Seek out new information you didn't know before. Держите ваш разум острым. Now keep your mind sharp. Не позволяйте ему состариться. Don't let it get old. Давайте не будем превращаться в эксперта, который все знает. Let's not be those experts who think they know it all. Давайте будем искать способ нового учения, познавания чего-то нового. But let's be the ones that seek new knowledge. Потому что хорошие лидеры, кто-то сказал, они имеют степень магистра в искусстве слушания. And people say good leaders, they have a master's degree in listening. Которые умеют слушать. They can listen well. Они хотят слушать. They want to И listen. пусть Бог благословит нас. And so may God bless us. Я закончу свое слово одним рассказом. I want to share one more story Это было before I очень давно, conclude. когда я был миссионером, и Бог призвал меня быть миссионером в Сибири. Now, this was back when I was a missionary a long time ago in Siberia. 85-е, 86-е годы и дальше я служил миссионером в Иркутске, в Ангарске. You know, this was in 85, 86. I was a missionary in Irkutsk. И обратилась к Господу одна очень интересная женщина. And this one very interesting lady came to Christ. Ее прошлый образ жизни, она больше чем 20 лет была охранником на зоне. And, you know, her past life, she was a prison guard for about 20 years. Ее речь, ее голос пропитый, прокуренный, ее характер говорили о ее прошлой стиле жизни. You know, her voice, her character, it showed her old life, her previous lifestyle. Ее главное, она очень конкретная была, четкая. И, наверное, в нашей молодой церкви не было ни одного, кто бы не плакал от ее общения. She was very straightforward, very to the point and cut and dry. And she offended many people in our young church. И когда церковь достаточно выросла, стала нужда в рукоположении первого пастора в этой церкви. And then as the church grew, we started to seek to ordain the first pastor in that И church. приехала группа епископов из Украины.
And so a group of bishops from Ukraine came. Один из любимых моих епископов, Василий Михайлович, кто-то знает, или Петр Павлович знает его. You know, one of my favorite bishops, Vasily Mihailovich, and some of you know him. И он проводил беседу, членское собрание по поводу рукоположения завтра моего друга. And, he was having a members service about this service where they were going to И там ordain была people. вся церковь, включая эту женщину Марию Чернову. And the whole church was in attendance, including this woman, Maria. Кто знает Василия, он очень интеллигентный, очень вежливый человек. And so for those who know this Bishop Vasily, he's a very intelligent person. И он только начинал что-то говорить, а эта женщина перебивала его. And as soon as he would start to say something, the woman would interrupt. Особо не выбирая выражения, она просто что-то блокировала его. No, she wouldn't choose her words carefully. She'd just interrupt. И он успокаивался, и она успокаивалась, и он снова продолжал говорить. And then she would come down, he would come down, and again he'd try to speak. И она снова вмешивалась и снова перебивала его. And as soon as he spoke, again she would interrupt. Ей нравилось поправлять всех, кто приезжал. Ей нравилось корректировать даже во время проповеди, кто проповедовал. No, she loved to correct any guests. Even during sermons, she would jump in and try to correct them. Епископ Боечко встал. And then a bishop, he stands up. И подождал, пока она успокоилась. And he waits for her to calm И начал down. рассказывать такую историю. And he starts to share a story. Всякий раз, когда врач сделает операцию больному человеку, он сожалеет о том, что он мало учился. Если бы он лучше учился бы, он бы меньше принес страданий этому человеку. Every time a surgeon performs a surgery, he walks out of there regretting that he didn't study harder, because if he studied harder, maybe he would have done a better job. И даже если удачная операция, все равно он винит себя, что если бы он лучше учился в институте или университете, он бы лучше сделал операции. And even if the surgery was successful, he would still blame himself, thinking, if I was just a better student, if I learned a little better, I could have done a better job. Это хороший врач. That's a good surgeon. И он сделал паузу и сказал: And then he paused and said, ну, а фельдшер все знает. Фельдшер, знаешь? Все знает. Тот, кто только начал учиться. But somebody who just started practicing think they know it all. Давайте будем учиться, братья и сестры. So let's continue Сегодня to Господь дал нам learn, brothers прекрасное and время sisters. учиться. So he gave us a wonderful time У to learn нас today. есть возможность. We have the Пусть Бог opportunity. благословит это время. Давайте мы помолимся об этом времени. Let's just stand and pray over this time Дорогой together. Небесный Отец, мы благословляем Твое имя, благодарим Тебя, что сегодня мы можем снова и снова углубляться в Твоем Слове. Благослови пастора Андрея, дай ему благодать, дай ему мудрости, дай ему слаженный ход мысли, чтобы он мог выражать свои мысли для нас, а мы могли взять эту информацию, которая нужна для нас сегодня. Такие особенные темы, специфические темы, Господи, которые очень многим для нас, они сложно для понимания. Но мы живем в современном мире, и мы нуждаемся слушать и об этом. Благослови нас, всех слушающих. Дай нам благодать Твою сегодня. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Пожалуйста, Андрей. Please, Brother Andre. Дорогие студенты, коллеги, рад вас приветствовать. Dear students, colleagues, I want to welcome you. Мне снова приятно быть на этом месте. It's always a pleasure to come back here. И знаете, я немножко смущен сегодня, But I'm a little bothered today. потому что сестра между песнями сказала: Господи, мы пришли сюда Слово Божье слушать. Because the sister, she was praying between songs, saying, Lord, we came today to hear your word. Я посмотрел свой конспект, ни одной ссылки на Библию. And I looked over my lesson plan, and I didn't see even a single verse in there specifically. Но будем говорить мы о очень важной теме. But we will talk about a very important topic. Сегодня у нас две важные темы. Now, today, our topics are twofold. Сейчас я возьму чудо техники.
We're чтобы going to перелистывать. utilize some technology. Да, где-то год назад, в этот примерно месяц, я был у вас. About a year ago, this same month, I was here. И одна из тем, которую я поднимал, я говорил о биоэтике. And one of the topics that I brought up and spoke on was bioethics. И я поднял примерно 8, на мой взгляд, я помню так, 8 тем, которые необходимо сейчас изучать верующим людям. And back at that lesson, I raised up about 8 different topics I think are necessary for Christians to study today. И вот Господь позволил спустя год одну из тем пройти с вами более конкретно. And now that it's been a year, God has allowed me to really delve deeper into one of those topics. Знаете, последнее время Господь мне все время побуждает изучать тот мир, в котором мы живем. And lately, God, He's been moving me to study the world which we live in. Как мне нравится такой переводчик. Слава Господу. Как зовут тебя? Alex. Алекс. А ты в обе стороны или в одну? В одну. В одну? Только в На одну. русский не можешь? По-русски не разговариваю. Понял. Почему Господь побуждает меня к этому? So why is God leading me in this? Не для того, чтобы создавать какие-то страшилки и делиться этим с церковью. You know, it's not to frighten you. Потому что действительно мир, в котором мы живем, он отличается от того даже мира, в котором мы родились. You know, but the reality is today's world is different even than the world we were born into. Он отличается от того мира, в котором жили наши родители. It's different from the world our parents lived in. Больше того, я сейчас погружаюсь в тему мышления человека. Я вижу, что тому, чему нас учили в школе, сегодня это уже все старое. Сегодня другие взгляды на то, что происходит с человеком. No, and as I delve deeper into topics and the way people think, I see that what we learned before is no longer applicable to the world today. И почему меня это интересует? Не для того, чтобы предупреждать, а в том, чтобы искать, как церковь может быть эффективной в современном мире. And so today my focus is not to give you any warning or frighten you, but to seek how can we be effective in the world today. Увидеть опасность, но больше увидеть возможности для церкви. No, sure, we see the dangers, but more we need to see the opportunities for the church. И сегодняшние две темы. Первая будет посвящена экстракорпоральному оплодотворению и вообще различным вспомогательным репродуктивным технологиям. Да. Господь благослови. So the first topic I want to talk about is in vitro fertilization. Вторая тема, мы с вами поговорим о цифровой гигиене. And the second topic we'll touch upon is about digital hygiene. Как сделать так, чтобы у нас был телефон, а не мы у телефона? You know, how do you make it so that you have your phone does not have you? Хорошо, вы видите этот слайд. You see the slide up Мир here. действительно стал сложнее. You know, the world, it's truly become more difficult. Еще 100-150 лет назад 100-150 years ago, любой мужчина, он был немножко агроном, you know, men back there, it was a little more simple. немножко строитель. Строитель строил сам. You know, men were more builders. Он мог коня подковать. You know, you could put shoes on a horse. Он мог крышу перекрыть, You know, you could cover your roof. спахать, посадить. You know, you could farm, you can plant things. И юристом каким-то был, сам документы заполнял. You know, there wasn't any lawyers. You would fill out your documents yourself. Но сегодня мы видим, что мир очень сложный. But today the world is more difficult. Есть такие сферы, которые мы просто даже не лезем, чтобы их изучать. You know, there are certain areas we don't even try to study. Нас даже может быть, не интересует, как работает сотовая связь. You know, we may not even be interested in this. You know, how do certain things work? Как вот эти сигналы, как вот оно отдает вот этот свет. Я не знаю всех You технологий. know, how do all these signals work? How does this screen project light? I don't know. Юристы сегодня, он должен быть специалистом только в своей сфере, он не может быть широкопрофильным юристом. You know, if we look at lawyers today, they have to specialize in a very specific part of the law. They can't encompass everything. Мы видим в стройке, и вот есть те, кто занимается только фундаментами, есть только стенами, есть кто покраской. You know, in construction, we see there's people that specialize in roofing and foundations, painters. И там
столько много вопросов. Because there's so many little questions. И когда мы говорим с вами о медицине, And so when we talk about medicine, здесь точно так же. it's the same thing. С одной стороны, мы благословляем медиков. From one side, we bless the medical community. Они нас лечат, они помогают нам. They help us, they heal us, they treat us. Но с другой стороны, вот тот прогресс, который там происходит, But from the other side, that progress being made in the medical field, он уже как-то вот вопросы возникают. Как-то хочется задать кому-то эти вопросы. out of that progress, there's questions that we want to ask. Что такое вообще экстракорпоральное оплодотворение, Now, what is this in vitro fertilization? суррогатное материнство? What is surrogate motherhood? Сегодня можно заниматься дизайном детей. Today you could specialize in genetic design of kids. На уровне несколько дней, когда создается эмбрион, можно увидеть пол и, следовательно, отделить мальчиков от девочек. Just a few days after an embryo is conceived, you can split it and see if they're boys and girls. Очень сильно сегодня продвинулись технологии и уже на грани создания искусственной матки. And technology is moving so fast, artificial things are being created. То есть женщины не только могут там зачинать в пробирках, но и вынашивать уже не нужно будет ребенка. There's the potential where women may no longer have to carry their own children. И чаще всего это все поливается очень вкусным соусом. And a lot of the times, this is all very pleasantly presented. Это все для человека. We're doing this for humanity. И нет детей, решим вопрос. If you can't have kids, we'll fix it. Не хочешь портить фигуру, за тебя выносят. If you don't want to ruin your figure with pregnancy, we'll figure out a way. И ты будешь ходить на работу, а в это время в искусственной матке будет ребенок там формироваться. You can keep going to work and your baby will grow up in a test tube. И последних 5 лет я просто изучал вот этот вопрос. And so for the past 5 years, I've been kind of studying this question. И чтобы у нас не было такого сухого материала, я хочу один маленький ролик, всего 2 минуты. And so that the lesson's not too dry, I want to show a quick clip. Just a few Показать. Я minutes. спрашивал, можете ли вы в другую сторону, он на английском языке. Если бы хотя бы кратко бы потом пересказали для тех, кто не поймет. So the video is in English. We'll try to help you out and repeat what's said in Russian. Хорошо, пожалуйста, Please. включите видео. Red blood cells in the laboratory. The purpose of the trial is to establish what happens when we inject those red blood cells into a volunteer, and in particular, whether those red blood cells that are made in the laboratory last longer in the circulation of the recipients when we compare them to red blood cells that have been taken from a blood donor. We know that the survival of cells following transfusion is very variable depending on the person, and therefore in order to really answer the question we need to be able to do this study in a very controlled fashion, and this is the first time that this will ever have been done. The product that we are making in laboratory is aimed at patients with very specific blood disorders. These are patients that need transfusion usually lifelong because they have an inherited genetic disorder and they can't make red blood cells themselves, or they make red blood cells that do not work as well as they should and they have to be topped up or replaced by red cells coming from another source. At the moment, these are blood donors. To go from here to a routine product for patients, there is obviously a lot more work that needs to be done that will take many years. So this is the first stepping stone in that direction to the final product that would be suitable for patients. One of the key things that we would need to do is to be able to work out how to produce much more quantities of the red blood cells, because at the moment we are only infusing 1 to 2 teaspoons of red cells to our volunteers. And normally for a transfusion you would be infusing around 100 times that amount. Пожалуйста, коротко перескажите, можете? Честно говоря, нет. Не понял? Если вы скажете, я переведу. Хорошо. Это видео такое достаточно свежее. В начале этого года было сделано очень серьезное открытие. This is a pretty recent video. Just earlier this year there was a discovery. Это Британия. This is in Гарвард. the UK.
И сейчас Британия и Япония являются передовыми странами в вопросе биотехнологий. And so right now, UK and Japan, they're the front runners in these biological И development. что они сейчас научились делать? And so here's one of the things they learned to do. Они из стволовых клеток научились делать красные тельца кровяные. So out of the red blood cells, they learned how to... Отдельно мы поговорим о стволовых клетках. Okay. So they learned how to make stem cells out of red blood cells? The other way around. Okay. Да, красные тельца. И они уже нашли волонтеров, которым пересадили вот эти искусственные созданные красные тельца из стволовых клеток. Okay. And so they found already volunteers who were ready to take these red blood cells created out of stem cells. И сейчас как раз в это время эксперимент продолжается. And right now, this experiment continues. И у правительства Великобритании сейчас огромное желание через 5 лет выйти к тому, чтобы полностью решить вопрос переливания крови. And right now, the government in the UK is trying to kind of wrestle with this question in 5 years, how are these blood transfusions going to work? То есть, если все дальше так пойдет, то через 5 лет они планируют больше не брать кровь у других людей. You know, if everything goes well with this research, in 5 years' time, they will no longer need Вся blood эта кровь donors. будет делаться из стволовых клеток. You know, all of the blood that's needed is going to be made out of stem cells. И это только лишь один крохотный такой момент того, что происходит. You know, and this is just a small snippet of everything that's going on. Да, уже вопрос там суррогатного материнства, криозаморозки элементов человеческой репродукции. Это все уже вчерашний день, не сегодняшний. You know, even things like surrogate motherhood and freezing certain things in cryogenic embryos, all of that is questions that were answered yesterday. They're no longer questions. То есть тот мир, в котором мы живем, он такой чудесный. You know, so the world that we live in, it's a pretty miraculous world. Только мы не знаем, что с ним делать. But we don't know what to make of it. И мы не знаем, то ли вот, снимать кожуру, You know, we don't know if we should peel this kiwi или кусать так. or you just take a direct bite. С чем это едят? You know, how do you eat this? И эта картинка очень хорошо демонстрирует того, что происходит в медицине. You know, and this is a good example of what's going on in medicine. И говоря о экстракорпоральном оплодотворении, And so if we talk about this in vitro fertilization, на самом деле мы столкнулись, я имею в виду христиане, сейчас с очень большими этическими проблемами. you know, we as Christians, we've run into some pretty big ethical questions. И сегодня мы поговорим, конечно, не получится в полной мере, но поговорим с вами вообще в принципе о вспомогательных репродуктивных технологиях. And so today we're not fully going to cover this, but we're going to talk about different assisted reproductive technologies. Но в частности мы больше будем говорить о экстракорпоральном оплодотворении. But more, we're going to talk about IVF in vitro Давайте начнем с fertilization. определения. So let's just start with the basics. Итак, экстракорпоральное оплодотворение. So first, in vitro fertilization. Сложносоставное слово состоит из двух корней. You know, it's a kind of a two-part word. Экстра – это снаружи или вне. And so the in part it means external, from the И outside. корпус означает тело человека. And vitro, it means the body of a person. Другими словами, это зачатие, оно еще в простонародье называется в пробирке ребенка. And you know, this is basically the conception of a child outside. Но по-научному зачатие вне тела женщины. You know, the conception of a child outside the body of a woman. Немножко истории. So here's a story. В 1978 году родилась первая девушка, ребенок первый родился, Луис Браун, она вот на фотографии. In 1978, there was this lady born, Louise Brown. That's her in the picture. В то время эта новость облетела весь мир. You know, this was big news worldwide at that time. И очень многие люди увидели в этом перспективное будущее. And a lot of people saw this and saw the future. Фактически это дает надежду людям, которые не имеют детей, You know, this gives hope to people who can't naturally conceive, получить вот таким образом детей. to be able to, through these means, get И, kids. конечно, это был большой прорыв в медицине. So, of course, this was a great breakthrough in medicine.
Следующую веху можно назвать 83 год. And so the following decade in 1983, Прошла первая успешная беременность, которая была получена в результате переноса замороженных эмбрионов. the first pregnancy was done via cryogenically frozen embryos. И также рождение ребенка в Голландии в том же году произошло. And that child was born in Holland later that year. Здесь я должен пояснить, что такое замороженные и размороженные эмбрионы. So I want to clarify what it means to have, cryogenically frozen and unfrozen embryos. Мужской семенной материал, сперматозоиды можно замораживать, это научились сразу же. For the male sperm, you can freeze it. This was known a long time ago. Женскую яйцеклетку замораживать научились только последние 7 лет. But in order to freeze the women's eggs, this is very recent, only over the past Вся 7 проблема years. в том, что структура яйцеклетки женщины, The problem is the structure of the eggs that the woman has. если ее просто замораживать простым методом, If you just freeze it via regular means, она гибнет из-за того, что кристаллики, они разрывают целостность этой яйцеклетки. it can't withstand that freezing, it explodes. Но 7 лет назад научились и это делать. But 7 years ago, they developed a way to freeze eggs. И сегодня, особенно женщинам такого бальзаковского возраста, говорят, предлагают даже сдать специально в криобанке свои яйцеклетки. And so even today, women of an kind of middle age, they say, hey, now you can freeze some of your eggs in a cryobank. Мало ли потом потеряется возможность, а яйцеклетка, она хранится все время. And maybe you get even older, you lose the ability to have kids, but you always have your eggs. Где-то хранятся сперматозоиды. In another place, the sperm is also frozen. Все это можно соединить, и будет эмбрион. And then you bring it all together, and here's an embryo. Да, и это сейчас практика очень распространенная. And, this is becoming a popular practice. Ну, допустим, такая практика была, вот, если кто-то знает, в России, она сейчас не в России, в Израиле, Алла Борисовна Пугачева. And if you know the Alla Borisovna, she was famous in Russia, now she's in Israel. Фактически вот ее последние дети с Галкиным, они родились там, и суррогатное материнство было, и замороженная яйцеклетка. She is a famous celebrity, and her last set of kids, they were in surrogacy, and they came from frozen embryos. По законам России вот эти яйцеклетки нельзя брать у женщин, замораживать старше 41 года. And according to the laws in Russia, you cannot harvest eggs to freeze after 41 years of age. Поэтому остается секретом вообще, чья это была яйцеклетка. And so right now we don't know whose eggs she used for her Но с kids. мужской стороны вроде бы как бы Галкин все-таки выступал. But from the men's side, it was supposedly her husband's. Ну, естественно, Алла Борисовна не была беременна, она не вынашивала этих своих детей. But we know the facts, she was never pregnant, she never carried her own kids to term. То есть вот в таком чудесном мире мы живем. No, basically this is the miraculous world we live in. Еще интереснее история это Киркорова. And here's another interesting story. У него вообще нету жены, и мамы у детей нету. Kirkorov, it's another celebrity. He doesn't have a wife, he doesn't have a mom. То есть человек воспитывает двоих детей, He's raising 2 kids by himself. является их отцом, He's their father, а маму даже дети не знают. but the kids have no idea who the mom is. Чужая женщина выносила это все. This was another lady that brought him to term, Ну, вот у человека есть дети. but he has kids. И эмбрионы тоже можно замораживать. And so once you have an embryo conceived, you can also freeze it. Пока достаточно мало информации, очень мало прошло времени, чтобы сказать, на какой срок можно замораживать. And right now we don't really know how long this freezing is good for. Когда появились первые криобанки, сначала закон в Великобритании разрешал 5 лет хранить их в криобанках. When the first cryogenic banks were developed, the first laws were just for 5 years you could keep it. Потом, когда их стало очень много эмбрионов, его сделали 10 лет. But then when the embryos became very numerous, that 5 years became 10. А сейчас бессрочно. And now there is no limit.
И несколько сотен тысяч эмбрионов хранятся сейчас в Европе в криобанках, в основном в Великобритании. And so now there's, hundreds of thousands of these embryos in cryogenic banks, mostly in the UK, but throughout Europe. Ну, еще последняя дата – это 86 год. And then the last date here is in 86. Был рожден первый ребенок, девочка, зачатый с помощью ЭКО в Советском Союзе. And this was a girl that was born with in vitro in the Soviet Union. Пастор Алекс был в Иркутске на миссии в этот момент. At this time, Pastor Alex was on his mission trip in Irkutsk. И не имеешь отношения к этому, да? But he had nothing to do with that. Хорошо. И у меня, знаете, такой вопрос. А как вы думаете, вот церковь, христианская церковь, там, вот, бывшего Советского Союза, Россия, когда впервые сформулировала свое отношение к этому процессу? And so here's my question to you. The Christian church, the church in the Soviet Union, when do you think they developed the appropriate views to this process? Вот в 86 году это уже произошло в Советском Союзе. This already happened in 86. А когда первый раз церковь сказала, мы вот так к этому относимся, как вы думаете? When was the first time the church said, hey, this is how we see this process? Нет, российская у нас есть в социальной концепции протестантских церквей есть пункт, посвященный этой теме. Out of Russia, there is a specific statement by the Protestant churches that addresses this specifically. Первый раз в 2003 году. The first time it was addressed by the church was in 2003. То есть теперь вы представляете, насколько церковь примерно опаздывает, чтобы отвечать на эти вопросы. So can you imagine how late the church is in addressing these things? У нас нет даже площадки, где это обсуждать. Now, we don't even have a forum where we can discuss this. А что-то ответить нужно. But we have to answer something to the world. А можно это или нельзя? Is this okay or not? Большинство пасторов говорят, мы же молимся за медиков, идите к ним, они вам расскажут. And most pastors will say, well, we pray for the medical community, go to them, they'll tell you. Что еще в вводной части? Примерное количество людей, которые созданы таким образом. And so here is an approximate figure of people that were created in IVF. В 90-м году было примерно 20 тысяч детей. In the 90s it was about 20,000 kids. И вы видите, как по нарастающей в прошлом году некоторые оценки разнятся, но около 20 миллионов операций было сделано ЭКО успешно. And so you can see the exponential growth, and just a year ago, that figure is right around 20 И уже million. нередкие ситуации, когда уже во втором поколении делаются ЭКО. And it's not even rare right now for this to be done in the second generation of Вот в IVF. частности, Луиза Браун, она своих детей тоже через ЭКО сделала. And for Louise Brown, she also had her kids via IVF. Это та первая девочка, которая родилась таким способом. That was that first girl that was born via this method. Ну и самые успешные, так принято считать, операции, они происходят в Израиле. And so some of the most successful procedures in this area are in Israel. Ну и самая востребованная она там, то есть на миллион жителей примерно 3400 процедур в год. And so it's one of the most necessary for that country as well. Давайте мы с вами посмотрим, как вообще делается эта операция. So let's look at the details of this procedure a little bit. Итак, в первой части вы видите, что, допустим, в России это регламентируется приказом Минздрава, он имеет номер 107 от 2012 года. А в Америке есть специальный протокол Американского общества репродуктивной медицины. And then there's different protocols country to country about how this is done. Все, что сейчас я буду говорить, это взято с официальных источников. Everything I'm about to share, it's from official sources. И вы видите ссылку, по которой вы можете посмотреть, увидите этот протокол. And so up there is a link. You can go there. You can see the protocol for IVF in the То есть United как это States. проходит именно в Америке. Now, how is it done in the Но States? анализируя разные страны, я хочу сказать, что везде происходит по одному шаблону. And looking at the different countries' requirements, I can tell you they're all За pretty much редким the same. исключением, может быть, гормоны разные вводятся, может быть, количество эмбрионов разное подсаживается, но на самом деле происходит все одинаково. There's slight differences in the hormones that are injected, slight difference in the amount of embryos implanted, but generally the procedure is the same.
Итак, для того, чтобы эта операция она была успешной, нужно сначала создать условия для этого. And so in order to first, have success in IVF, you have to create the right conditions in the body. Для этого женщины вводят некие гормоны. And so first, there are certain hormones that the woman must take. В протоколе прописано, какая доза должна быть этих гормонов, какие именно гормоны нужно вводить. And the hormones are all detailed in the protocols. What's the dosage? How many? Для чего? Для того, чтобы гипертрофированная репродукция была яйцеклеток. And why do they do this? It's so that the woman may make multiple eggs. Я думаю, что вы понимаете, чем больше будет яйцеклеток, тем результат будет успешнее. You understand, the more eggs there are, the more chance for success. И добивается, чтобы созрело сразу же несколько вот этих яйцеклеток. And so it's created so that many eggs mature at once. И потом их нужно извлечь. And then they have to be removed from the body. Раньше это извлекали лапароскопом через полость брюха женщины. It used to be done laparoscopically through the stomach. А сейчас это ультразвуком все делают. But now it's ultrasound. То есть ультразвуком будоражат яичники и ультразвуком гонят вот эти яйцеклетки на выход. They use ultrasound waves to move these eggs out of the body. Среднее количество созревания это примерно 15. And so the average in this procedure is about 15 eggs. Понятно, что это уникально, каждый человек по-своему, каждая женщина, она здоровье разное, возраст разный и так дальше. And it varies depending on the health of the woman, the different, bodies out there. Но мы берем среднее. But we'll take the average. Следующее, что делается, происходит инкубирование, то есть смешивают семени мужа или донора. And so the second step is to incubate. You take the semen of the donor or the husband and combine it. То есть, если у мужа все нормально, то берут семя мужа. If everything is okay with the husband, then his sperm is used. Если проблемы есть у мужа, то используют донорские семя. And then if there's problems from the health of the husband, then they use a donor. Ну и как заложено Господом и природой, происходит оплодотворение. And, as God has designed, there is conception. И после 5 дней And after 5 days, врач отбирает самые здоровые the doctor will pick the healthiest embryos. и переносит в организм матери. And then they are implanted into the mother. Большинство цивилизованных стран ограничивают не больше 2 эмбрионов, подсаживают женщин. And most civilized countries will implant no more than 2 embryos. Почему? Why? Потому что возрастает риск многоплодовой беременности. Because if it's more than that, then you can have twins or triplets. И особенно, так получается, что большинство за этой операцией обращаются женщины, или семьи более старшего возраста. And because it's usually older women that turn to this procedure. То есть они в молодости пробовали, пытались, лечились, и вот где-то к 35-40 годам они решили уже пойти на ЭКО. So when they're younger, they maybe try to conceive via natural means, but they hit 35, they hit 40, and then they're left with this option. И, конечно, быть, как у нас в России называют, первородкой в 35 или в 40, это очень опасно. And so, if you're giving birth for the first time at 35, at 40, that's very dangerous for the woman. Конечно, есть страны, где не регулируют эти вопросы. But there are countries where they don't regulate these things. Африканские страны, азиатские некоторые. There's certain countries in Africa and Asia that don't И поэтому regulate все this. последние рекорды, вошедшие в книгу Гиннесса, это все ЭКО. And so По all of 8 детей рождают и так дальше. all of the latest records in the Guinness Book of World Records, they're all through IVF, octuplets born and etc. Просто в тех лабораториях всех, сколько создалось эмбрионов, все подсаживают. In certain labs, all the embryos that were created, they're all implanted. Несовершенные законы, технология несовершенна, аппараты несовершенные, поэтому так происходит. The laws are not perfect, the technology, the methods are not perfect, so it happens. В России, в Америке 2 эмбриона подсаживают. In Russia and America, only 2 are implanted. Но если женщина принимает риски, семья, не только женщина, муж тоже, и они подписывают специальный документ, то можно подсадить 3. And if the woman of her family, they're willing to accept an extra risk, they can implant an extra one, so they can do 3. Что происходит вообще с эмбрионом? And so what happens with the embryo then? Вы можете видеть на этой фотографии.
Well, you can see the image up here. Как это все в пробирке делается, ну, условно в пробирке, да? You know, this is how it's basically done in the test tube. Специальная культурная среда, в которой это все создается. You know, there's a very specific, orderly way in which to do all of this. В рисунке А это 16-18 часов после оплодотворения, рисунок Б это 25-27 часов, ну и так дальше вы видите. And so you can see, you know, picture A is 16 to 18 hours, and then you can see B, C, D, the following timeline. И на рисунке Д мы видим вот как раз это 5-дневный эмбрион. 20 цистов, которые есть уже клетки, вот мешочек клеток. And so if you look at image D, that's about at 5 days, and you can see there's individual cells there. Вот это состояние, оно уникально. And so this is a very unique state. И сегодня человечество очень интересуется именно вот этим моментом. And today humanity is very concerned about this specific moment in conception. Вот здесь как раз и кроется идея стволовых клеток. You know, because right here, this is, you know, where stem cells originate. Что такое стволовые клетки? Коротко. You know, shortly, what are stem cells? Это все потенциальные клетки. No, these are basically cells that can become Посмотрите any cell. на этот комочек клеток. If you look at this, you know, collection of cells, А где там руки, ноги? you know, you're not going to see this is an arm or a leg. Где там кожа, мозг? You're not going to see this is the brain, this is the skin. Это все потенциальные клетки. No, all of the cells there have equal potential. Из них может выйти любая из 200 тканей, которые существуют у человека. And, you know, out of that one cell, over 200 different cells can В differentiate. каждой этой клетке одинаковый ДНК Now, every cell here has the same DNA и одинаковая потенция. and has the same potential. И даже если на стадии 8 клеток механически разделить эмбрион, And so even if you take the stage with 8 different cells in the embryo and you separate one, то создастся 2 эмбриона. then out of that one, a second embryo will Из come to одного be. 2. You know, 1 or 2 from 1. Просто мы механически делаем однояйцевых близнецов. You know, basically we're manually creating twins. Но из тех 4 клеток будет один организм, и из других 4 клеток будет другой организм. And so, you know, that one half will become one organism, the other half will become a different organism. На человеческих эмбрионах это запрещено во многих странах, You know, in many different countries, you can't do this to human embryos. но на эмбрионах животных это делается очень легко, операция. But in the embryos of animals, this is very easily done. То есть технически она выполнима. You know, so technically, it's possible. А что если мы будем брать вот эти стволовые клетки And so here's a question: what if we take these stem cells и решать более сложные вопросы? and answer so many difficult questions? Ну, допустим, вот красные тельца создавать. You know, for example, creating red blood cells. Поскольку они все потенциальны, You know, if all of them have equal potential, из нее можно сделать кровь, you know, you can make blood from these stem cells. любой орган человека, You can create any organ for a person. заменить любую проблемную запчасть в теле человека. You know, any broken body part can be replaced. Поэтому сейчас стволовые клетки являются очень перспективным вложением любого государства. And so that's why stem cells are very heavily researched and looked at by any government. Сегодня идет борьба, кто станет здесь пионером в этой области. And there's a battle in who's going to pioneer this И уже research. достаточно много есть опытов, удачных опытов, And there's many successful experiments когда стволовыми клетками решали вопрос, допустим, поднимали парализованных людей. You know, for example, using stem cells to get somebody paralyzed walking again. Но опять же, это все на животных сначала все это опробируется. But of course, this is all being done with animals and То есть, если tested there. парализованное животное, у него целостность спинного мозга нарушена, You know, if we take an injured animal with a damaged spine, то, помещая стволовую клетку, then we can take stem cells, place them in the right spot. используют специальные промоторы, которые помогают этим стволовым клеткам именно ту форму клеток взять, которую нужно. You know, you use special treatments, special promoters to bind those stem cells to become the right body part. И этот пробел заполняется, и у человека начинает двигаться нижние конечности. And all of a sudden, the damaged part of your spine is filled in, and all of a sudden you can move. Правда ведь прорыв какой? You know, it's a huge breakthrough.
А где же тут вот какие-то этические проблемы? So where are the ethical questions? А их на самом деле достаточно много. But the truth И is, давайте поговорим о них. there's a lot of these ethical questions. So let's talk about them. Во-первых, вопрос запасных или излишних эмбрионов, лишних эмбрионов. And so the first question is, well, what do you do with the spare, with the extra embryos that are not implanted? То есть, если мы создаем 15 эмбрионов, You know, if in a lab setting 15 embryos are created, а подсаживаем только 2, and we can only, by law, implant 2, что делать с 13? what do we do with 13 more? И здесь на самом деле всего 4 варианта. And the reality is we have 4 options. 5-го пока не придумали. You know, there's not a 5th one yet. И первое – это заморозить. And the first option is just freeze them. Зачем? Why? Чтобы потом снова обратиться к криобанку, взять свой материал биологический и уже снова разморозить и снова поместить в матку матери. And again, you know, this may be for another pregnancy somewhere down the road. You can go to the bank, you know, take your embryos and again implant them into the womb and have another child. Оно выглядит очень красиво. You know, on paper it looks good. Но я буду сразу же говорить, почему это не рабочая схема. But the reality is, I'm going to tell you why it doesn't work. Дело в том, что когда ты понимаешь, что лучшее уже забрали, You know, when you start to understand, hey, the doctor picked the best embryos the first time. то есть 2 лучших забрали, You know, или 2 of the 3, best ones or 3 of the best ones were already selected. то что остается? Oh, what's left over? И причем оно остается, и оно еще замораживается. You know, they're leftover embryos and they're frozen. Оно по качеству снижается, все равно качество снижается. You know, the quality starts to decline. И поэтому чаще всего люди не обращаются за этими материалами, And so very frequently people won't return to reuse these frozen а embryos, идут на новую операцию. but they'll go through the operation again. Сегодня можно за небольшую абонентскую плату вот эти свои эмбрионы хранить в криобанке. You know, and today for a small monthly fee you can preserve these embryos. Но проблема в том, что их накапливается все больше и больше, и многие страны столкнулись с проблемой, они не знают, что с этим делать. But the problem is there's more and more of these in storage, and countries are running into an issue, well, what do we do with this excess? Когда в 2006 году первая такая проблема возникла в Британии, You know, in 2006, when this happened in the UK, когда срок заканчивался хранения эмбрионов, а их было там около 20 тысяч в криобанке, это первый. you know, the term was coming to an end where they could keep these embryos, and there was over 20,000 of them at this first cryogenic bank. Англиканская церковь даже начала искать волонтеров, женщин, чтобы выносить все эти эмбрионы, их выкидывать нельзя. You know, the Church of England started to look for women volunteers to carry these embryos to term so that they wouldn't be discarded. Но, как я сказал, правительство поменяло срок годности, возьмем в кавычки, эмбрионов. But we know that the government, they changed the expiration date on these embryos. И продлили, You know, they extended it, тем самым спасли ситуацию. and that's how they dealt with the situation, Спасли или усугубили. or just pushed it further into the future. Потому что сейчас их там больше, несколько сот тысяч. Because it's gone from 20 to several 100,000. И возникает много юридических вопросов. And now we have more ethical questions. Если семья разводится, кому принадлежат эти эмбрионы? You know, if there's a divorce in the family, who gets the embryos? А могу я просто это по завещанию оставить, передать кому-то? You know, can I leave my embryos to my kids in my will? А некоторые судятся за эти эмбрионы. You know, there's lawsuits over this. А если родители отказываются, как от детей, допустим, то государство что должно делать с этими эмбрионами? You know, if a parent abandons these embryos, what does the government do with them? И это реальность, You друзья. know, this is the reality. То есть криобанк это просто, ну, как бы попытка замести мусор под ковер. And so cryogenic banks, they're basically an attempt to kind of sweep things under the rug. И поэтому многие правительства, они уже столкнулись с этими проблемами. And so many in government, they've run into these issues. И целая даже область развивается юридическая вот в этих вопросах, как относиться с эмбрионами, And then there's a specific field in law, с биологическим материалом. you know, developing and how to deal with embryos with biological Пойдем materials. дальше.
Следующее, передать их для переноса в матку другой женщины, то есть донорство эмбрионов. You know, the second option that we have here is to donate them for another mother. Допустим, у какой-то женщины нет возможности, не созревают яйцеклетки. You know, maybe another woman doesn't have eggs that she can produce in a healthy way. Сюда же можно отнести и суррогатное материнство. Now, again, here we can place surrogate motherhood. Выглядит как хорошее решение, And again, it seems like a good decision. но на самом деле оно в себе кроет очень много латентных, скрытых проблем этических. But there's a lot of very fine, detailed problems here. Потому что это низводит вообще институт семьи и брака вот до уровня просто передачи биологических каких-то материалов. You know, this ignores the institution of marriage, just passing along this genetic material. А морально и коммерция, которая на этом построена. You know, there's a morality question that's built on this. И это особенно черный рынок сейчас, это там большие обороты денег. You know, on the black market, there is lots of money to be made in these areas. Тут тоже возникает много этических вопросов. Again, many ethical questions. Не возникли ли потом коллизии какие-то в отношении детей и матерей, отцов? You know, is there, you know, questions for the future regarding these mothers, the kids, the fathers? Третье – это использование научных исследований с неизбежной гибелью всех эмбрионов. And so the third option is to use them for scientific research, and that means the death of these embryos. То есть если мы берем эти стволовые клетки, естественно, эмбрион погибает. You know, if we take the stem cells from the embryo, obviously it dies. Сюда же можно отнести косметику, которая тоже построена на стволовых клетках. You know, and again, here we can, you know, look at cosmetic things built by stem cells. И если церковь говорит, что аборты это плохо, потому что это убийство, You know, if the church says, hey, abortions are bad, this is murder. то процедура ЭКО подразумевает гораздо больше убийства. But you know what? This procedure, it causes even greater murders. И это целый поток. You know, this is just a flow. И за каждой клиникой, фактически, я могу судить за Россию, в Америке я не знаю до конца. You know, and behind every clinic, you know, I can speak about Russia. I don't know the extent of it in the Клиники, в States. которых делают ЭКО, и клиники, где делают аборты. You know, clinics that do IVF and that do abortions. За ними стоят организации, которые охотятся за этими стволовыми клетками. You know, organizations that back these clinics, they often hunt for these stem cells. И есть закон, допустим, в России о стволовых клетках, есть институт стволовых клеток. You know, in Russia specifically, there's laws around stem cells. There's a institute of stem cell research. Где вот именно с этими эмбрионами, с стволовыми клетками делают вот эти различные опыты. And this is where they experiment with stem cells with these embryos. Ну и четвертое – это немедленное уничтожение. And the fourth option is just to destroy them. Это просто уничтожить эти эмбрионы избыточные. You know, just take these extras and destroy them. А пятого ничего нету. And there's no number 5. И какую бы мы здесь ни взяли, везде возникают этические проблемы. And so any way we look at it, there's an ethical issue, right? Но помимо этого еще возникают другого характера этические проблемы. But besides this, there's a different type of ethical question. Давайте посмотрим их. So let's look at those. То есть чье семя? You know, the first question is whose seed is used? Когда мы с вами разбирали, как это производится, You know, when we were looking at how the procedure is done, вы заметили, да, что там донорское семя. you know, you notice that there's a potential for a donor sperm. И у меня был такой в практике такой случай. And I had this incident in my Одна experience. сестра, которая пришла в церковь с подростком, You know, I had a sister come into my church with an adolescent. ну вот ей уже 30 лет, ну как-то замуж никто не зовет, хотя она хорошенькая такая, очень церковная, духовная сестра. You know, and she was a wonderful sister, but she was getting to be a little older, 30 years old, and nobody was proposing to her. Она приходит и говорит: пастор, ну я уже где-то смиряюсь потихоньку, что не выйду замуж. And so she comes to me and says, well, Pastor, I'm kind of making my peace with the fact that I may never get married. У меня есть жених, Иисус. You know, I have this bridegroom, Jesus, Но вот, а можно мне вот ребенка? but I want a child. Я говорю, в каком смысле? And I was like, Ну, what do you говорит, mean? сейчас же технологии позволяют. And she said, well, now that Я technology могу allows пойти на this. ЭКО, You know, I can go get IVF. взять вот донорское семя, You know, I can take donor sperm.
Причем, говорит, можно даже выбрать, хочешь голубоглазого, хочешь высокого, хочешь азиата. Имя не дают, но национальность дают. No, I can even pick what specific characteristics that donor had. Я выношу ребенка, Бог же создал меня женщину, ну не будет брака, но я хоть мамой буду. You know, and I want to carry this child to term. God, He created me as a woman, and even if I'm not married, I want this motherhood Я experience. хочу кормить грудью, You know, I want to breastfeed. хочу носить под сердцем. You know, I want to carry this child next Я to ей my heart. предлагаю, пойди в детский дом, она достаточно хорошая работа, квартира есть, ей дадут усыновить, удочерить. And I'm telling her, well, go to an orphanage. You have a good job. Go adopt. Она говорит, пастор, на что ты меня толкаешь? And she said, Pastor, what are you pushing me to do? Там я возьму 100% не мой ребенок. You know, the child I adopt is 100% not mine. А тут хотя бы на 50% будет мой. But through IVF, it's at least half mine. Кровинушка моя. You know, blood of my blood. Я буду в щечку целовать, You know, kiss him on the cheek, в попочку. on the butt. Буду кормить. You know, feed him. Пастор, пожалуйста, Pastor, please, разреши. allow me to do this. Я какие бы доводы ни приводил, You know, and any conclusions are led her to. это было бесполезно. It was useless. И знаете, Дух Святой дал мне что сказать ей. And, you know, the Holy Spirit, He gave me the right thing to А tell она her. в хоре пела. And, you know, she's singing in choir. Хорошая сестра, And she's a добрая такая. wonderful sister, very kind. Я говорю, слушай, а как ты вот это представляешь? And I told her, well, listen, how do you imagine this? Приходишь на спевку, и сначала думают, что-то поправилась сестра. You know, you come to choir practice and maybe people will first think, oh, you got a little bigger. Потом какие-то сомнения, не беременна ли она. And then they'll start to wonder, are you pregnant? Мужа нет, но она беременна. Oh, you don't have a husband, but you're pregnant. И вот он растет живот. And the stomach grows and grows. Я говорю, ты готова к этому? And I asked her, are you ready for this? Вот она расплакалась, говорит, да я знаю, что я не пойду туда. And she started to weep and said, you know, I know I'm never going to go Ну through так with ребенка this, хочется. but I just want a baby so bad. И вот мы видим, что очень часто семьи, которые хотят иметь ребенка, And so often we see, you know, families that just want a child. они идут, но они не знают даже все процедуры. You know, they get into this, but they don't know the reality of these procedures. И больница, она тоже не заинтересована все рассказать. And you know, the clinic where this is done, they're not interested in sharing everything Потому что больница, она дважды зарабатывает. because they'll make money twice. Когда она предоставляет эту процедуру, второй раз, когда она с биоматериалом потом может что-то делать. You know, first, when you do the procedure, and then when you discard these Поэтому stem большинство cells. семей, они даже не знают, как это происходит. And so many families don't even know how this happens. Следующая проблема, которая, мне кажется, еще больше, And the next problem, Влияет. even greater, это то, что конфликтует с Библией, в первую очередь, я считаю так. you know, this is in conflict with the scripture as I see it. Это участие в воле третьих лиц. You know, this is the participation of a third party. Что это значит? You know, what does this mean? Если мы говорим, что таинство рождения ребенка – это союз двух людей, You know, if we say the conception of a child, it's the union of two people, то тут возникает врач, you know, all of a sudden there's a doctor there который применяет свою волю, that exerts his will, и он решает, кого подсаживать, кого не подсаживать, and he makes the decision of who do I implant? кого забраковать, а кому дать жизнь. You know, which of these embryos gets life? И это уже не в руках Бога. No, this is not in the hands Потому of что God. иногда я слышу такое, как бы, вопрос, а как же вот есть внематочные беременности и все остальное, там же тоже гибнут эмбрионы. And you know, I often get this question, you know, when surrogate motherhood, sometimes embryos die there as well. Но на самом деле там человеческая воля не участвует. But you know what? In those instances, it's not human will. Здесь уже как Господь, как природа распорядится женщиной. You know, there it's left up to God. Но здесь реально участвует еще один человек. But in this IVF situation, it's one person making that choice. Следующая проблема – это редукция эмбрионов внутри матки. And the next problem is the reduction of those embryos in the mother. Когда мы подсаживаем 2 или 3 эмбриона, You know, when you implant 2 or 3 embryos into the womb, и они все приживаются, you know, and if they all start to become fertile and grow, обычно идет редукция. То есть одного из этих эмбрионов нужно убить уже внутри
тело женщины. The doctor will pick up on this and they will say, hey, we have to eliminate one of these embryos. Это тоже протоколом прописано. Again, this is according to protocol. Особенно у тех женщин, которые уже около 40 первый раз рожают. Especially in older women in their late 30s, 40s with their first birth. Поэтому излишних нужно опять еще врач, опять воля человека какого-то убить эмбрион. And so again, in this situation, it's the doctor, it's the will of a person deciding, okay, which embryo do we destroy? Следующее – это гибель эмбрионов. Примерно 20% эмбрионов, оно, по статистике, оно погибает при замораживании. And statistically, another issue is about 20% of embryos die when frozen. И если я иду на эту операцию, я знаю, что какой-то процент погибнет, то есть я закладываю это уже в само действие. If I go in to do this procedure thinking I'm going to freeze the embryos, I already predestined some of them to die. То это тоже большая этическая проблема. Again, another ethical dilemma. Ну и последнее, это вообще как получается семя донорское. And last but not least, how do you get access to donor sperm? Чаще всего это есть специальные комнаты в этих учреждениях. In these clinics, there are special rooms. И есть специальная подготовка, как сдают вообще это семя. And there's special, preparation in how to get sperm. Там даже протокол целый есть. There's a whole protocol about donor sperm. То есть там такая подготовка, 3 дня нельзя заниматься, 4 дня нельзя заниматься сексом и мастурбировать. You can't have sex or masturbate for 4 days. В течение 3 дней нельзя посещать бани и сауны. You can't go to the sauna 3 days before. Нельзя принимать горячие ванны. You can't have a hot bath. На неделю придется отказаться от алкоголя и приема лекарств. For a week you can't drink alcohol or take medications. И потом семенную жидкость получают путем мастурбации. And then you get donor sperm via masturbation. То есть для этого вот в этих репродуктивных банках есть специальные помещения, комнаты, где мужчины могут уединиться и сдать этот материал. And so in these clinics there's rooms where a man can go and donate material. И здесь тоже многие христиане усматривают этические проблемы. And again, as Christians, we see a problem here. Теперь давайте вот посмотрим на что, как вообще церкви относятся к этому. And so let's look at how the churches relate to all of this, treat it У all. вас есть распечатки, в которых вот как раз этот вопрос освященный в Ассамблее Божией. Поскольку ваша церковь является частью Ассамблеи Божией, Part of your documents that you received is the stance of the Assembly of God about these я different думаю, issues. что нужно обязательно прочитать. I would encourage you to read what the Assemblies of God have to Но say. сначала давайте мы посмотрим на католиков и православных. But first, let's look at Catholics. У католиков более централизовано все. Один есть Папа Римский, With Catholicism, it's very centralized. There's one pope. есть специальный документ, There's a special document. Donum Vitae называется, It's called Donum Vitae. в которой это очень большой труд, кстати. Там работали много-много лет, и там постоянный институт есть, который занимается вот этими биотехнологиями у католиков. This is a great labor. It's been worked on for years and years. There's a special Catholic institution that's been working on this document. У православных общую тенденцию трудно выявить, потому что очень большое разветвление, как минимум 26 направлений в православии. And then Presbyterians, it's much more decentralized. It's very Не пресвитерий, ортодокс. orthodox. Thank you. And in Orthodox communities, it's very decentralized. So there's many different. Но я покажу на примере русской православной церкви. But I want to talk about the Russian Orthodox. Но у протестантов еще хуже. And in Protestants, it's even worse. Потому что, во-первых, куча направлений. Again, very many different Каждая directions. деноминация имеет свое представление. Every denomination has its own ideas about this. И у многих даже не сформулировано. And many don't even answer it. А у кого сформулировано, то, на мой взгляд, достаточно либерально. And those that do answer it, often it's very liberal. Но мы посмотрим с вами социальную позицию протестантских церквей России и Ассамблеи Божией. Вот 2 примера я приведу из протестантского мира. But looking at the Protestant world, we'll look at the Protestant Church of Russia and then the Assemblies of God. И все нам это надо успеть за 10 минут сделать. We got to get through all this in 30 minutes. 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. Да.
Первое, католики. So first, Catholic. Две цитаты. So there's 2 points. Стать отцом и матерью супруги могут только один через другого, а супружеское отношение не должно осуществляться без открытости к зачатию. And so in order to become a family, to be a mom and a dad, you can only do it together. Осуществляться без открытости к зачатию. So Что такое открытость к зачатию? То есть это должно совершаться в тайне. in other words, you kind of have to do this in secret, isolated from a third party. То есть без этой открытости. So without any sort of openness or То есть, другими outside словами, involvement. католическая церковь говорит, что это такая тайна, And so, in other words, the Catholic Church says this is such a secret thing. в которую не могут вникать никакие третьи лица. You know, it's impossible for a third party to be involved in this. Даже в белом халате. You know, even if it's a doctor in a white coat. Поэтому это все между двумя и Богом. You know, it's all between the pair, the couple, and God. Вторая цитата. And the second А point, поскольку супружеский акт – это акт единения, в котором неразрывно соединены телесная, духовная, человеческая жизнь, получает начало в единении родителей не только биологическом, но и духовном. and so because this marital act is between a husband and a wife, you know, this is where conception happens not only biologically, but spiritually as well. То есть, другими словами, они говорят, что вот это соединение – это имеет не только телесность, не только физическое начало. And so, in other words, they're saying, you know, this union, it's not just a biological, physical union, А духовное. but spiritual. Родители вкладывают еще духовное основание в You know, детей. the parents instill a spiritual foundation as they conceive a child. То есть, естественно, католики категорически против любого экстракорпорального оплодотворения, любой формы. And so, obviously, Catholics are against any sort of IVF. И вообще у католиков очень разработанное учение, если кого-то это интересует, можно найти эти документы. And you know, with Catholics, this is all very well researched and developed. If you're interested, you can see the documents. Теперь посмотрим православные, на примере Русской Православной Церкви. Now let's look at Orthodox, for example, the Russian Orthodox. Вот из социальной концепции Русской Православной Церкви. Возможно искусственное оплодотворение половых клеток мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений. So, according to them, as long as this doesn't break the union of the marriage, this is okay on the part of the husband. То есть о чем эта цитата? О том, что нельзя использовать донорские семя. So, in other words, you cannot use donor sperm. Можно использовать для того, чтобы искусственно оплодотворять. But you can do the artificial insemination. Но Русская Православная Церковь категорически выступает против современной формы ЭКО. But you know, the Russian Orthodox Church is very against the modern form of IVF. Следующая цитата. К нравственно недопустимым с православной точки зрения относятся все разновидности экстракорпорального внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмбрионов. So, in other words, they're saying you must conserve and not destroy any embryos. То есть они говорят, что если в будущем будет какая-то технология, So they're saying in the future, if there is any technology где этого не будет, тогда мы не видим проблем. that prevents the destruction of these embryos in the future, then this is not an issue. Но поскольку сегодняшняя технология, она подразумевает даже это, But because the methodology today assumes that these embryos will be destroyed, то не должны верующие люди делать ЭКО. then Christian people should not undergo IVF. Они даже отталкиваются вот от этой статистики, 20% You know, and they, гибнет при замораживании. you know, they found their stature here on this statistic that 20% die when they are frozen embryos. Вот как они об этом пишут, один из документов, процитирую. Хотя в данном случае избыточные эмбрионы намеренно не уничтожаются, то есть они просто замораживаются, да, не уничтожаются. Очевидно, что их гибель при криоконсервации заранее предвидится, и с ней по умолчанию соглашаются, и это уже считается грехом. And so,
Even though it's not technically planned that in IVF the embryos should perish, it's inherently built into the procedure itself. And so undergoing the procedure, you kind of come into agreement that at least 20% of the embryos will die when frozen. То есть, если даже ты создаешь ситуацию, когда это возможно, может произойти, Even if ты не you're должен идти этим путем. even if you're creating a situation with the potential 20% death of the embryos, you should still not exercise that option. Ну и давайте посмотрим протестантскую позицию. Now the Protestants. Сначала социальная позиция, я на примере российской церкви, но точно я сверял, и украинская, белорусская примерно одинаково. No, this is specifically the Protestant Church of Russia, but I compared to Ukraine, to Belarus, and it's virtually the same. Итак, первое. Единственно допустимым в решении проблем бесплодия может быть искусственное оплодотворение половыми клетками супруга. So again, it's saying that only the sperm of the husband may be used in this procedure. Здесь, примерно то же самое, что православные говорят. Now again, very similar to the Orthodox stance. Но в следующей цитате мы видим, что точно так же говорится, мы считаем недопустимым для христиан использовать технологии ИКО, так как зарождение новой жизни не должно оплачиваться ценой другой жизни. And again, the second statute here says the same thing. With IVF, you're paying for the conception of one life with the death of another. То есть, когда мы хотим ребеночка, но при этом мы еще убиваем сколько-то эмбрионов, то мы с вами становимся родителями одного живого ребенка и примерно там какое-то еще количество мертвых детей. Мы их родители. And so if you want a child and you conceive one child through IVF, you're the parent of that child, but you're also the parent of those dead embryos that resulted from the process of the IVF treatment. Теперь откройте вторую страницу вот этих распечаток. Now let's look at the second page. Это мы только рассматриваем с вами экстракорпорально. А тут, видите, очень большой документ, вы прочитаете это дома. Now again, we're just looking at IVF specifically. There's a lot in this document you can read at home. Конечно, в свойственной американской такой манере здесь говорится о том, что очень много этических проблем возникает. And so, again, the first point here is there's many ethical dilemmas and problems that arise. Давайте со второго абзаца я прочитаю. I'm going to read from the second passage. В таком процессе необходимо оценить многочисленные этические вопросы. То есть здесь сразу же говорится, что куча этических вопросов возникает, включая финансовые затраты, сбор спермы, яйцеклеток. То есть мы говорили о том, что нечистота в этом есть. Также воспитание множественных живых человеческих эмбрионов. Нужно что-то, да. So in the second paragraph, there are numerous ethical issues to be evaluated in such a process, including financial costs, the harvesting of the sperm and the ova, and the nurturing of multiple living human embryos, not all of which are likely to be implanted in the uterus. And then the disposal of unused embryos is an acute ethical issue since they represent the Не все beginning из of life. которых будут, вероятно, имплантированы. И дальше удаление неиспользуемых эмбрионов. То есть это вот я говорил редукция. Это когда внутри уже матки убирают лишние эмбрионы. Удаление использованных эмбрионов является острой этической проблемой, поскольку они представляют собой начало человеческой жизни. And again, the disposal of unused embryos is an acute ethical issue since they represent the beginning of human life. Следующий абзац. Кроме того, может возникнуть серьезная опасность для жизни матери в случае, если несколько детей доживут до полного срока, что может потребовать выборочного аборта одного или нескольких детей. And next paragraph, further, there may be serious danger to the life of the mother in the event that multiple babies survive to full term, which may call for the selective abortion of one or more babies. Учитывая эти серьезные опасения, крайне важно, чтобы те, кто выбирает эту процедуру, молитвенно обращались к благочестивому и знающему совету и привлекали медицинских работников к совместимыми этическими стандартами. Мы не одобряем любую процедуру, которая приводит к разрушению неимплантированных эмбрионов. And so, given these grave concerns, it's imperative that those who elect this procedure prayerfully seek godly and knowledgeable counsel and engage with medical professionals with compatible ethical standards. We disprove any procedure that results in the destruction of unimplanted embryos.
Друзья, как вы поняли, а можно делать это или нет? So, brothers and sisters, how do you understand this? Can you undergo this or not? Из этого документа. No, just based on what we read. Вы должны знать, что куча этических проблем существует. You have to know, hey, there's a lot of ethical problems. Будет много осложнений. There possibility for complications. Есть острые этические проблемы при этом. There's acute ethical dilemmas in all of this. Поэтому молитвенно обращайтесь к специалистам. And so it says, so prayerfully seek the right specialists. Друзья, и вот на мой взгляд, это большая проблема сегодня протестантизма. And you know, in my view, this is a big problem in the Protestant community. Мы чуть-чуть подставляем людей. You know, we kind of set people up a little bit. Мы им говорим примерно следующее. You know, we kind of tell them the following. Ребята, там дремучий лес. You know, we tell them, things are pretty messed up over Там there. куча этических You know, проблем. there's a ton of ethical issues. В общем, помолитесь и решите. But pray and make a decision. И вот это мне не нравится. You know, I don't like that. В этом плане протестантская точка зрения, она более либеральная, You know, I would say in this area, the Protestant point of view is чем kind of liberal. католическая и православная. You know, more so than the Catholic or the Вот что мы Orthodox. сейчас сделаем. Мое время закончилось. My time is coming to an end. После перерыва мы After break. уделим 5-10 минут на вопросы No, I'm gonna take 5-10 minutes to get questions, и перейдем потом еще к одной очень интересной теме. and then we'll move to another very interesting topic. Помолимся за еду, помолимся. Давайте встанем. Let's pray over the food. Господь, мы благодарим Тебя за эту часть. Благослови нас сейчас в этот перерыв. Благослови пищу. Мы принимаем ее с благодарностью. Освети ее своим словом, Господь. Спасибо за всю заботу о нас. Мы превозносим имя Твое. Слава Тебе и хвала за все. Аминь. Пожалуйста, братья и сестры, сейчас чай в банкетном зале. Все организованно переходим туда. Там стульев нет, чтобы сесть. Общение за столами. Мы посидели много. Но без 5 минут 8 мы будем стараться двигаться уже в этом направлении, чтобы в 8 часов мы начали без опоздания следующий урок.